Сегодня мы приехали в знаменитый центр плова, который находится в городе Ташкенте. Добро пожаловать во вторую часть нашего путешествия в Ташкент. Мы едем с парка и проезжаем мимо аэропорта Ташкента. Вы только посмотрите, каким огромным и современным он стал. Аэропорт действительно преобразился, и это видно даже с дороги. В конце этого видео покажем, как он выглядит внутри. Как вы помните, в первой части мы прилетели в Ташкент, посетили парк, побывали в аквариуме. Если вы ее еще не видели, я оставлю ссылку здесь, чтобы вы могли легко перейти и посмотреть. Мы же приехали домой и готовимся к встрече Нового года. Хотим выразить огромную благодарность всем, кто приложил свои усилия к созданию этого шикарного праздничного стола. Просто посмотрите, сколько вкусных блюд у нас на столе. Настоящий праздник. Три, два, один. Вот С Новым годом, наши дорогие подписчики! В этот волшебный праздник мы хотим пожелать вам счастья, здоровья, благополучия и любви. Пусть каждый день Нового года будет наполнен радостью, а все ваши мечты обязательно сбудутся. Спасибо, что вы с нами. Мы проезжаем Национальный банк Узбекистана. Это один из крупнейших банков в стране. Его здание находится на проспекте Амира Тимура, в самом сердце города. А вот уже и Ташкентская телебашня. Обычно она видна издалека, но сегодня из-за тумана ее сложно разглядеть. Ее высота 375 метров. Она была построена в 1985 году и до сих пор остается гордостью города. Сегодня мы приехали в знаменитый центр плова, который находится в городе Ташкенте. Называется Бешказан. Поснимаем, попробуем, как на вкус. Тут можно увидеть весь процесс приготовления настоящего узбекского плова. Здесь можно наблюдать, как повара на улице готовят плов в огромных казанах на дровах. Также на ваших глазах в тандыре выпекают ароматные лепешки. Здесь плова до вечера хватит всем, да? Ну, здесь, видишь, как зирвак вот готовится. Кажется, что в каждом казане готовится свой вид плова, так что выбор действительно большой. Заказать еду здесь можно двумя способами – подойти к кассе или пройти внутрь, где вас обслужат официанты. Это очень удобно для всех посетителей. Мы обратили внимание на меню, которое выставлено прямо на кассе, чтобы все можно было посмотреть заранее. Также тут за стеклом можно увидеть, как мастера лепят самсу. Самсу закладывают в тандыр с удивительной ловкостью, и процесс очень завораживает. Обратите внимание на самый большой казан, который является одной из главных достопримечательностей этого заведения. Он поражает своими размерами и объемом. В нем могут готовить плов для сотен человек одновременно. Это самый большой казан в этом месте, и он, безусловно, заслуживает вашего внимания.
каждом казане что-то варится, жарится. Тот, видишь, он экскурсовод, он их привел, здесь что-то показал, рассказал, вот сейчас увел. Уходят они, да? Видишь, они просто на экскурсии приходят, люди сюда. Şu ismi savun? А что имя? Şerefsiz bu. А, просто съемка плат. А съемка пошла ты? Время 11 часов, народу очень много. Внутрь сейчас зайдем, посмотрим. Погода начинает проясняться, и из-за тумана снова становится видна знаменитая Ташкентская телебашня, которая добавляет особое очарование этому месту. Сейчас зима, и на улице много свободных столиков, но можно представить, как летом здесь все оживает. Наверняка в теплое время года все столики заняты, и люди наслаждаются свежеприготовленными блюдами на открытом воздухе. Давайте пройдем внутрь. Слева у входа расположена зона для мытья рук, что очень удобно. Внутри достаточно много посадочных мест. Я сама здесь второй раз. Первый раз была лет 15 назад. Тогда, возможно, мы попали не в часы пик, и людей было меньше. Но сейчас это заведение пользуется большой популярностью. Особо свадебный чайханский и самаркандский плов. Особо свадебный готовится только на баранине с оливковым маслом. Обычно готовится на подсолнечном масле, мясо микс, баранина, говядина. И помню, в этом плове есть белка и изюм. Чайханский готовится на курдючном жире, это жареный коричневый плов, без белка и изюма, но это шоколадным перчиком. Самаркандский готовится на льняном масле. Вначале накладывается рис, сверху посыпается морковью. Самаркандский тоже Мы будем один чайханский, один тояш. Вам один чайханский. Это чайхана. Перчик есть, это чайханский, да? Это чайханский. А это какой? Мой муж сказал, только различается в виде риса. Теперь вот это попробуй. Отличается? Да. Это больше пахнет, как сказать, пловом. Этот больше чуть жиром пахнет. Маслом, жиром это больше пахнет. Кого? Вот этот чайханский. Да, чуть-чуть остренький. Как будто бы. За самсой сюда мы, скорее всего, не вернулись бы, хотя и она вполне неплохая. А вот за пловом точно приехали бы снова. Он действительно заслуживает внимания. Знаем, что мнения о плове в этом заведении расходятся, но мы можем сказать одно. Нам он понравился. В чайханском плове мясо показалось чуть жестковатым, но общий вкус это совсем не испортило. А как вам плов в центре плова? Поделитесь своими впечатлениями в комментарии, нам очень интересно. Первый раз я пробую самсу с курицей. Я что-то не ел никогда раньше самсу с курицей. Ел, что ли, это что? С мясом Нет. вкуснее. С мясом вкуснее. Даже не знаю, как объяснить. Вот так вот надо кушать плов. Мы
Мы считаем, что поесть здесь вполне недорого, хотя платили не мы, нас угощали, за что огромное спасибо. Сколько по деньгам? 873 600. Погода окончательно наладилась, и Ташкентская телебашня снова видна во всей своей красе. Дорогу переходим, как во Вьетнаме. Мы приехали на Кулюк-базар, одно из самых оживленных мест в Ташкенте. Может, дыню купим с собой, повезем? Дыню купим с собой, повезем? Ой, какие фрукты. Разные виды специй лежат яркими рядами, а ароматы просто завораживают. От классической зры до редких местных смесей. Здесь есть все, чтобы ваш плов, суп или любое другое блюдо получилось идеально Просто вкусным. солнце не попал, это кислый. Он солнце попал, оранжевый сладкий. Лимон сладкий бывает? Здесь все так же шумно, многолюдно, как и раньше. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Кулюк-базар за последние годы претерпел серьезные изменения. Одно из самых заметных – это новые развязки, которые сделали движение гораздо удобнее. Появление метро стало еще одним значительным улучшением. Теперь сюда можно быстро добраться без пробок, что особенно удобно для жителей Ташкента. Can you come through? I might lose my mind. После всех покупок направляемся домой, пора собирать чемодан. Впереди нас ждет дорога, и мы хотим подготовиться, чтобы ничего не забыть. I'm doing decently. Just glad that I can be. Yeah. I'm trying to Ну вот мы и в аэропорту. На этот раз заходим с первого этажа, что немного необычно для нас, ведь раньше всегда заходили со второго. on you. Перед тем, как идти на регистрацию, заворачиваем наш груз в пленку. Мы везем в Корею вертикальный гриль для шаурмы и, честно говоря, немного переживаем, что он может не пройти по габаритам. I've been Посмотрите, какой огромный и светлый стал аэропорт Ташкента. Это действительно впечатляет. expectation. Поднимаемся на второй этаж для регистрации на рейс. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down, scrolling patiently. It's all the same to me, just faces on a screen. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come У нас был небольшой перегруз и гриль нестандартного размера, но сотрудники аэропорта отнеслись с пониманием и закрыли на это глаза. Все прошло гладко, и мы немного выдохнули. Однако дальше нас ожидал неожиданный момент. После паспортного контроля прямо перед личным досмотром нас остановили и сказали подождать. Вызвали сотрудника таможни, который пришел и попросил нас пройти с ним. С ним пошел Александр, а я осталась в полном непонимании. Когда он вернулся, мой первый вопрос был: ну что мы летим, что у нас не так? Как оказалось, на рентгене сотрудники не смогли определить, что мы везем в своем багаже, поэтому вызвали для проверки. Все разрешилось быстро, и, к счастью, никаких проблем не возникло. Теперь мы в зоне Duty Free. Это место всегда радует своим ассортиментом, так что давайте прогуляемся и посмотрим, что здесь можно купить перед вылетом. Внутри аэропорта довольно тепло и комфортно. Многие пассажиры даже ходят в футболках, что немного удивляет, учитывая зимнюю погоду за окном.
Аэропорт действительно не узнать, современный, просторный, с приятной атмосферой. Хотели купить воды перед вылетом, но, как оказалось, в пластиковой бутылке воды не было. Пришлось искать другой вариант. И в итоге решили зайти в кафешку, чтобы немного снять стресс после прохождения таможни. Очень понравилось, что в кафе есть Wi-Fi. Это дало возможность сообщить родным, что мы успешно прошли все проверки и теперь спокойно ждем посадки на самолет. Вот в ташкентском аэропорту вот такое пиво. Сейчас. И это, сказали, виски с колой. Алло. 5 градусов алкоголя. Это как пиво. На посадку стояла большая очередь, и, к сожалению, рейс задерживался. Здравствуйте, пожалуйста, слева от вас. Самолет был полностью забит пассажирами, и, скорее всего, большинство из них летели транзитом через Инчон. Нам выделили места в конце самолета, на 3-м ряду с конца, в середине. Жаль, из-за этого не получится поснимать за бортом. Хотя ночью все равно особо ничего не видно. В полете я обратила внимание на экран. Самолет летел со скоростью 1000 км в час. Это сильно отличается от скорости, с которой мы летели в Ташкент – 600-700 км в час. Почему такая разница? На ужин мы снова взяли 2 набора – с курицей и с говядиной. Курица была подана с гречкой, а говядина с рисом. Не забывайте, пожалуйста, личные вещи на борту. От имени командира Султанова Алишера и экипажа благодарю вас за то, что воспользовались услугами авиакомпании. Ну вот мы прилетели в Корею. Паспортный контроль прошли быстро, а багаж вышел практически сразу. Все прошло максимально комфортно. Затем мы направились к стоянке за машиной. На оплату парковки воспользовались специальным автоматом. За 4 дня парковки вышло 38 тысяч вон, что, конечно, намного дешевле, если бы мы ехали на такси. На такси в обе стороны пришлось бы отдать около 100 тысяч вон. На этом мы заканчиваем наше путешествие. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Всем удачи, до новых встреч, всем пока-пока!